Ваше восприятие запахов уникально и зависит от личного опыта и набора обонятельных рецепторов. Более того, даже структура головного мозга, ответственная за первичную обработку информации, обонятельная луковица, усиливает эту индивидуальность. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, и сегодня мы продолжим наблюдать за работой обоняния. Электрический сигнал, запущенный ароматической молекулой, стремительно распространяется по длинному отростку нервной клетки, называемому аксоном. Этот аксон, наряду с тысячами других, объединяется, образуя обонятельный нерв. Но в отличие от одного толстого нерва, такого как зрительный нерв, это скорее набор крошечных проводников, несущих ценный груз. Их пункт назначения – мозг. И чтобы добраться до него, им приходится пройти через одну из самых необычных структур человеческого черепа – горизонтальную пластинку решетчатой кости. Расположенная в основании черепа прямо над носовой полостью, она представляет собой тонкую костную пластинку с десятками крошечных отверстий. Именно через эти отверстия должны пройти пучки аксонов, чтобы попасть в головной мозг. Эта костная структура является морфологической границей между полостью носа и мозгом. Этот прямой путь уникален для наших органов чувств. Сигналы от глаз, ушей и кожи, прежде чем достичь коры конечного мозга, проходят через таламус, структуру промежуточного мозга. Однако аксоны, проходящие через горизонтальную пластинку, напрямую соединяются с обонятельной луковицей, частью конечного мозга. Эта связь наглядно показывает, насколько важным было обоняние для наших предковых форм десятки миллионов лет назад. Оно позволяло мгновенно обрабатывать жизненно важную информацию, такую как поиск пищи или обнаружение хищника. Однако эта элегантная конструкция имеет и существенный недостаток. Тонкие нервные волокна, проходящие через жесткую кость, подвержены повреждениям. Сильный удар по голове в результате автомобильной аварии или падения может привести к сотрясению головного мозга, смещению и разрыву этих хрупких аксонов в месте их прохождения через кость. Перелом самой пластинки также может раздавить или разрушить аксоны, часто приводя к аносмии, потере обоняния. Этот путь также является потенциальным путем заражения. Поскольку это прямая физическая связь между внешним миром и головным мозгом, патогены в редких случаях могут использовать этот путь для проникновения в центральную нервную систему, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как менингит. Например, смертельно опасная амеба Нигелерия фоулера, известная также как амеба-мозгоед, использует именно этот путь для достижения головного мозга человека. Итак, преодолев решетчатую кость, наш сигнал достигает своего первого пункта назначения – обонятельную луковицу. На каждую ноздрю приходится по одной такой луковице. Они расположены на нижней стороне лобной доли мозга. Обонятельную луковицу можно представить как сложную релейную станцию, биологический процессор, полностью посвященный запахам. Ее задача не просто принимать сигналы, но и сортировать, объединять и обрабатывать их. Именно здесь хаос миллионов отдельных сигналов начинает организовываться в связанную картину. Ключ к такой организации – замечательная особенность нейронных связей. Аксоны всех нейронов, которые используют один и тот же тип рецептора, независимо от их расположения в носу, сходятся в клубочке обонятельной луковицы. Отсюда эта организованная информация будет передаваться глубже в мозг, в области, отвечающие за эмоции и память, такие как миндалевидное тело и гиппокамп. Но основа, первоначальное картирование запаха происходит именно здесь. Более того, благодаря использованию микроэлектродов, электроальфактограмм, флуоресцентных красителей и даже генетического отслеживания путей отдельных нейронов от эпителия носа до обонятельной луковицы выяснилось, что это скорее личная, нарисованная от руки карта, чем одинаковый для всех атлас. Хотя существует общая логика организации, точное местоположение конкретного клубочка может значительно варьировать от одного человека к другому. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Эта изменчивость может помочь объяснить, почему наше восприятие запахов бывает субъективным. Хотя многое связано с памятью и культурой, которые формируются в высших отделах мозга. Часть этих различий начинается именно здесь, в уникальной структуре наших обонятельных луковиц. Это врожденное разнообразие может быть не недостатком, а преимуществом. Популяция с широким разнообразием обонятельных карт может быть более устойчивой в целом, лучше способной обнаруживать более широкий спектр химических сигналов. А в следующем видео мы продолжим путешествие по обонятельному пути и выясним, как запахи влияют на эмоции и пробуждают воспоминания.